Я приветствую вас, представители знака зодиака Близнецы. Таро прогноз на 10 дней, на декаду. Узнай будущее, к чему все идет. Давайте заглянем с вами в будущее с 1 по 10 февраля. Что будет меняться с первых дней февраля? Давайте узнаем. Будем реалистами, любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я искренне надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы все же получите. И в самом начале месяца февраля, точнее с последних чисел января, Уран перешел в прямое движение. И это означает, что мы можем столкнуться с неожиданными новостями, или откроется какая-то правда, или сам период может напоминать метаморфозы. И эти 10 дней достаточно небольшой срок, но, пожалуй, мы можем понять в эти 10 дней, что некоторые ситуации заканчиваются, или словно прошлое не давлеет над нами. Но это некоторый переходный период. Мы можем как раз прочувствовать поворот судьбы, когда прошлое уже завершается или закончилось, а будущее еще не сформировалось и не отстроилось. У нас сегодня две колоды, и на колоде Ленорман мы достанем 4 карты. Не задаем вопросов, а посмотрим, какие сферы жизни или что нам раскроют карты. Может быть, круг вопросов, тех дел, которыми вам придется заниматься. Давайте узнаем. После дополним картами Таро. Какое же будущее, Близнецы, для вас на декаду? К чему все идет? Или что будет меняться, может быть, в эти 10 дней? И колода Таро у нас сегодня Чиро Маркетти. Очень красивые карты, мне они нравятся. Первая карта неожиданности. Пусть это будут приятные сюрпризы в этот период, 10-дневный для вас. А вторая карта – это как колесо фортуны. Буквально в чем вам повезет, или что вы сумеете организовать, что у вас исполнится в эти 10 дней, в чем ваша сила. И по основным сферам жизни, дела, работа, бизнес, ваши достижения, у кого-то документы, у кого-то учеба, энергия денег и энергия любви и личной жизни. Карта совет, которую мы откроем в самом конце. Давайте будем узнавать, что же там за события будущего. Развилка, с чем-то вам придется определяться. Может быть, окончательно. Да или нет. Возможно, это кому-то сказать да или нет. Или вам на что-то решиться, или да, или нет. Как минимум 2 пути, 2 дороги. И мы не можем идти одновременно. Или какая-то пауза у вас затянулась, или от вашего выбора зависит решение какого-то вопроса. Вы можете долго раздумывать, но иногда эта карта говорит, что пока ты эту проблему или вопрос не решишь, тогда у тебя прогресса не будет. Вот такой момент может присутствовать. Поэтому действительно нужно решиться. У кого-то решиться может быть по части работы, у кого-то может быть по части личной жизни на что-то, или рассмотреть для себя какой-то альтернативный вариант. Здесь, наверное, будет у каждого по-разному, но это все то, что я говорила до карт. Момент перехода. Не будет как прежде. Нам приходится отстраивать совершенно новую стратегию, тактику. И прошлое действительно отпускать. Обратите внимание, прошлое нам на карте вообще не показано. Это движение вперед. Какой путь вы выберете? Тут могут быть и мелкие какие-то вопросы, у каждого свое, ну а у кого-то что-то более глобальное. Давайте откроем вторую карту. Но вот уже итоги как будто вы практически подвели. Я сказала, прошлого нет. Но для кого-то это может означать получение, например, денег, которые задерживались. И тогда вы их получаете. Может быть, при принятии решения нужно быть осторожному, потому что все же карта коса. Да, это как сбор урожая, получение, может быть, и прибыли, такое тоже иногда эта карта символизирует, но все же коса. Есть острие. И будет важно не пораниться, будет важно какой-то правильный выбор как раз совершить. Не повторить какую-то ошибку, может быть, из прошлого. Может быть, и чего-то не упустить. Сам по себе благополучный период. У вас, правда, что-то получится. Ну, может быть, вы хотите решить какой-либо вопрос, да, если мы соединим две карты, и решить его достаточно сложно. И вам нужно будет найти
максимально приемлемые варианты. Может быть, чтобы они согласовывались с законом. К примеру, да, смотря чего касается вопрос. Или для того, чтобы вам тоже выбрать это направление, может быть, это выбор партнера, может быть, партнера по бизнесу, может быть, партнера в плане работы, с кем наиболее продуктивные отношения вы можете выстроить. Ну, а у кого-то может быть и личная жизнь. Давайте откроем третью карту. О чем? Ну, личная жизнь точно присутствует. Но я должна сказать, тема личной жизни, любви и денег. Все же по аркану коса очень часто как раз и проигрываются в последующем наши какие-то добрые заработки. Мы как получаем, не случайно тут бубны прорисованы. И мы получаем деньги, вы можете конкретно получить какую-то сумму или уже видите для себя какие-то перспективы. Но и для того, чтобы что-то было продолжено, вам нужно выбрать правильную стратегию и тактику. И вот она, вот эта самая развилка. Ну, должна сказать, что по аркану сердца как раз тут добрые энергии, любовь, взаимопонимание, эмпатия, хорошее настроение, мои дорогие. Такое тоже вполне вероятно. Но у каждого свои ведь вопросы, правда? У кого-то могут быть по части семьи, по части вашей пары, раздумья. Едем, не едем, может быть, вместе. Или вы едете, не едете. Вот эта развилка для кого-то может быть связана конкретно с переездом или поездкой куда-то. Отправляться мне или нет. Вообще добрые энергии, но тем не менее, может быть, самый благоприятный период, когда, я могу сказать, есть и деньги, есть и какая-то эмпатия, как будто в личной жизни тоже очень перспективно. Но, по крайней мере, вы чувствуете, что вас любят, мои дорогие близнецы. И в то же время вот в этот период спокойный относительно. И стоит сделать какой-то выбор, что-то вам на что-то либо решиться, но мы ведь в два направления не пойдем, мы с вами сказали, и поэтому неизбежно, если мы выберем одно, от чего-то мы откажемся. Может быть, как раз вот по части отказов предупреждает острие косы. Если ты вынужден от чего-то отказаться, хорошенько просчитай, не пожалеешь ли ты потом. Давайте откроем еще одну карту. Вы знаете, действительно, хорошее настроение, эмпатия. У кого-то могут быть новые знакомства, аркан сад. Вообще общения много. И вы можете быть в центре внимания. Ваши какие-то добрые энергии притягивают словно к вам людей. По этому аркану сад это, в принципе, может быть ну, как символ того, что вы вынуждены ездить в разные инстанции, с кем-то договариваться, решать какой-то, может быть, даже не самый глобальный круг вопросов, а где-то это наша рутина, такое тоже может проиграться. И вот эти самые контакты, разговоры, ну, тогда я должна сказать, это вашему знаку зодиака само по себе общение, вам это будет нравиться. Здесь могут быть какие-то комплименты приятные, но вообще позитивное настроение. И 4 карты нам выпадают. Вот этот выбор, он присутствует. Но кто знает, может быть, вы собираете какую-то информацию или какой-то вопрос в течение этих 10 дней. Постепенно, постепенно для вас проясняется, и тогда ваш выбор будет более очевиден. Но выбор присутствует. Это как квинтэссенция этих 10 дней. Неожиданности. Ситуация на паузе, безусловно, по аркану повешенной мы что-то должны для себя решить. С одной стороны, закончится вот эта развилка или закончится неопределенная, непонятная ситуация. Я должна сказать, что это, скорее всего, не неожиданность. Это будет то, что вы никак не можете для себя определить или решить. И это не эти 10 дней, а это уже каким-то образом вам знакомо. И кто знает, может быть, вы на эту паузу и поставили. Но вы начнете думать о том, что если я эту паузу затяну, то я могу перейти в роль жертвы. Вот, кстати, и мне действительно нужно решиться. Вы вот этот момент перехода в начале февраля можете чувствовать особенно остро. Или сейчас, или никогда. Может быть, это для вас, для кого-то из вас. Все же часто по аркану повешенной идут ситуации, когда мы на что-то согласились.
Мы кому-то дали прежде обязательства. У кого-то финансовые могут быть обязательства и какие-то выплаты, и вы, как может быть, и кредиты, и вы уже словно в тисках себя чувствуете, что нужно разобраться с этими выплатами, разобраться с деньгами. Ну, тогда нам будет, буквально карта говорит, кредит нужно закрывать как-то. И я так вижу, что вы найдете варианты либо пересмотреть что-то для себя, либо какую-то новую стратегию разработать. Потому что всегда тупик по аркану повешенный. Поэтому сколько ни затягивай выбор, мы остаемся в тупике. Я об этом говорила по аркану развилка. Поэтому выбор все-таки делать стоит. Иными словами, тогда ситуация переворачивается на 180 градусов. Как только вы с чем-то определитесь, обратите внимание, из перевернутого состояния человек наш танцует. Вы останетесь довольны, что завершится какая-то пауза, завершится какая-то неразбериха. По сути дела, она именно в вашем каком-то промедлении. Я вижу так. Конечно, аркан может и говорить еще о том, что все же мы все разные. Вот этот выбор, когда вы ищете решение какой-то проблемы, если, к примеру, проблема касается какого-то регламента, или вы не можете сделать, точнее, не совсем от вас это зависит, вы не можете ускорить какой-то процесс. Это может быть, когда мы ждем нужный документ, и тут мы точно быстрее ничего не сделаем. Для какого-то документа бывает нужно ждать 5 дней, 10 дней, иногда еще больше. И тогда для кого-то из вас вы хотите как раз решить или убыстрить этот процесс, чтобы какая-то пауза или неразбериха, она закончилась. И тогда будет вот для кого-то из вас, кем именно вот эта зависшая ситуация связана где-то документы, чиновники, какие-то инстанции, когда вынуждены именно ожидания, не пустое ожидание, тогда вы будете искать новые варианты для того, чтобы подвести, опять же, вот этот итог. Но закон не нарушай, будь аккуратен. Вот такой нюанс. Давайте посмотрим. Фортуна, королева Пентаклей. Вообще, я должна сказать, энергетика этой карты – это человек, который из любого хаоса умеет отстроить порядок или умеет отстроить свое благополучие с нуля. И, может быть, для кого-то из вас вы закрываете некоторые финансовые темы или решаете эти вопросы. У вас будут для этого возможности. Будьте внимательны, близнецы. Значит, вы сможете в дальнейшем, пусть даже, к примеру, вы закрыли какой-то кредит или рассчитались, ну, по деньгам, привели все в баланс, и где-то вы можете продумать о том, что да, закрыть-то я закрыл какие-то темы, но сам-то я остался, ну, буквально с нулем. И поверьте, у вас все равно сильная позиция. Вас словно высшие силы не оставят, потому что королева Пентаклей, она умеет практически благополучие построить с нуля. Поэтому сами по себе очень добрые энергии на дом, на вашу семью, на вашу и личную жизнь, и на ваше творчество. Королева Пентаклей – это творческий человек. На ваше ремесло, то, что вы умеете делать руками. В принципе, концепция благополучия, я должна сказать, иногда по королеве Пентаклей это ведь принадлежит к знаку стихии Земли, Телец, Дева, Козерог. Или асценденту человека, например, в этом знаке зодиака, он не всегда знает. Может быть, это конкретный человек какой-то вам помогает, или вас сводит с этим человеком, тогда как судьба, по судьбе мы говорим. Или это просто банально в знаке Телец Уран, мои дорогие. Вопросы денег, вопросы нашего дома стоят на повестке дня. В этих сферах нашей жизни могут и происходить изменения, и вы на выборе. И у кого-то переезд, или у кого-то будет, откуда к вам приходят деньги, каким образом я зарабатываю. Кто-то будет продумывать вторичный доход, и тогда это вам тоже помогает, потому что вам, как фортуна, открывает какую-то возможность для себя дополнительный заработок. Может быть, организовать, или, может быть, вам всегда этим хотелось заниматься, а вы все время откладывали тоже на потом. Может быть, это через изучение, кстати. И вы можете начать обучаться чему-то, осваивать или какой-то навык, или, может быть, скилл, как говорят, да, потому что все то, что где-то принадлежит к IT-технологиям, это единственная, пожалуй, сфера, где мы можем посредством курсов, когда мы добавляем себе знания, ну, для себя обустроить очень достаточно уверенный прогресс.
И для кого-то именно эта сфера будет тоже интересной, и тогда фортуна вам буквально помогает. В целом решить многие финансовые вопросы для себя, как и вопросы жилья, имущества или переезда, 10 дней очень благотворны. Самое главное самому на что-то решиться. Дела, работа, бизнес, учеба или то, что вы там себе наметите. Но вот кто-то ничего не наметит, и тогда по четверке кубков напрямую говорят, пауза какая-то должна завершиться. Или ты решишься, или ты откажешься от этого кубка. И о чем нам говорит эта карта? Нужно увидеть другое направление. Может быть, это как раз и есть вот этот аркан. У кого-то это по работе, у кого-то по достижениям вашим, а у кого-то просто вот решиться. Есть у Бродского стихотворение «Не выходи из комнаты». Ну вот там смысл совсем обратный. Как раз из комнаты нужно выйти. Так вот, пока вы какую-то паузу продолжаете, ничего не будет меняться. Тут действительно важное решение должны принять вы сами. И у кого-то это будет по части учебы, по части работы, дополнительных заработков или ваших достижений, вашей популярности. Но сначала решиться, а потом сделать первый шаг. Конкретно об этом карта. Увидеть другое направление. Деньги. Две королевы выпадают, и когда у нас больше одной королевы, я всегда предупреждаю, вы в центре внимания. В центре внимания в каком контексте? Любопытство, мои дорогие. Поэтому за вами словно кто-то может наблюдать. Пусть это ко всем не относится, безусловно. Но по королеве кубков как раз с деньгами проблем быть не должно. Здесь все идет своим чередом. Для кого-то будет означать приход денег партнера. Вот такое может быть. Или ну, есть какое-то приятное событие, как раз, которое вас будет либо радовать, либо, ну, давайте, ощущение надежности. Вот такое тоже может проиграться. Но, будем говорить, деньги есть. Не говорят о том, что нам карты, есть какие-то финансовые трудности. Отнюдь нет. Тут скорее крупная какая-то сумма денег или для кого-то из вас перспектива. Может быть, для кого-то проиграется по части денег работа на дому. Или вы будете рассматривать таковую работу или искать, откуда будут к вам приходить деньги. Или для кого-то из вас, ведь эта карта еще интуиции, вдохновения. Вы интуитивно можете чувствовать, я сказала, фортуна как раз на вашей стороне. Вы можете чувствовать, где вы можете заработать больше денег. И это отнюдь не про азарт. Обратите внимание, азартные игры опасны. На весь период, тем более у нас, как и Плутон в знаке зодиака Водолей, так и приготовьтесь, мои дорогие близнецы, в середине года Уран, сейчас он еще пока в Тельце, а перейдет в ваш знак зодиака, поэтому риск должен быть сведен к минимуму. А вот то, что надежно, по аркану Королева Кубков как раз и проходят наши близкие или те люди, которым мы доверяем, супруги проходят. Но неважно, кто меня смотрит, мы по полу карту не рассматриваем все же. Поэтому тут какой-то проверенный человек и с ним связанный доход может быть. Или буквально работа как на дому. Вот такой тонкий нюанс. Но для большинства деньги просто все стабильно. Личная жизнь. У кого-то может проиграться как новое знакомство с человеком моложе вас. У кого-то, у людей семейных, вопросы, связанные с детьми. Но в целом хорошее настроение, добрые энергии, любви, личной жизни, взаимопонимания. Проговорить или осуществить какие-то важные разговоры, откровенные. Может быть, и поднять что-то с глубины, чтобы не было вот этой какой-то неопределенности, недоговоренности или двойственности в отношениях. Здесь взаимопонимание будет царить. Очень добрая карта для того, чтобы вот так вот по-хорошему, по-доброму провзаимодействовать, как и с вашим партнером, или пусть это будет у кого-то касаться личной жизни не всегда про любовь. Это могут быть и вообще в принципе энергии на партнерские отношения или на ваши достижения. Кто-то работает на дому, и для него и работа, и личная жизнь, все воедино. Ну тогда вам тут что-то будет нравиться, мои дорогие, правда? Благополучный период 10 дней, но выбор надо делать, повторюсь. Или выйти из какой-то паузы. Для вас новый период жизни. Подводи итоги, вот действительно, сделай этот выбор в пользу чего-то нового, заверши какую-то подвешенную ситуацию, определись, наконец, с чем-то, и тогда жизнь для тебя заиграет новыми красками. Для вас откроются
необычайные возможности. Вот эта карта, ее так Чиро Маркетти прорисовал, что, обратите внимание, наш шут, он больше, чем маг. Он жонглирует всеми знаками зодиака, буквально так. И если прописано в одной из колод, как шут– это хаос перед началом творения, то вот как раз Чиро Маркетти, по-моему, очень точно передал вот этот самый хаос перед началом творения. Это то, что я говорила до карт. Момент перехода, прошлое заканчивается. Закончите его или проведите ревизию ваших дел и желаний, мои дорогие близнецы. Самое время эти 10 дней поставить точку в тех делах, что не служит вашему ни вдохновению, ни прогрессу. И пусть вы можете чувствовать какую-то турбулентность, но тогда представьте или вспомните вот эту карту, что вы сейчас как раз вот этот персонаж, который может не просто для себя сделать что-то хорошее, а превратиться в мага. Потому что следующий аркан– это идет маг. Но в эти 10 дней может быть обстановка или ситуации какие-то напоминают этот самый хаос перед началом творения. И как только вы определитесь, вот это творение приведет вас к каким-то шикарным результатам. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.